Глава 976. Договор реки подземного мира. После того, как старик Фу объявил, что нашел местонахождение призрачной инской лошади, все присутствующие затихли примерно на минуту. Затем культиватор Юань спросил: раз брат Вей нашел гнездо призрачной инской лошади и все еще нуждается в нашей помощи, это значит, что ты столкнулся с какой-то проблемой? Старик Фу ответил: несмотря на то, что лошадь чрезвычайно искусна в техниках сокрытия и не оставляет следов во время движения, мне несложно поймать ее, если у меня будет достаточно времени. Но проблема в том, что его гнездо находится в Иньянской пещере в долине Тысячи Ядов. Я не могу преследовать ее там, и с исключительным интеллектом лошади стоит ей добраться до пещеры, а она не сделает ни шаг наружу. Иньянская пещера. Бай Яои изменилась в лице, культиватор Юань потерял дар речи, услышав это. Никогда не слышав об этом месте, Хань Ли озадаченно спросил, что это за Иньянская пещера. Неужели она настолько страшная? Господин Хань не знает об Иньянской пещере. Удивилась Бай Яои, а затем сказала спокойным голосом: «Ах, я почти забыла, что ты прибыли из-за границы. Иньянская пещера широко известна как одно из 7 самых опасных мест в Великой империи Цзинь. Обычным культиваторам там не выжить. Что в ней такого опасного?» С любопытством спросил Хань Ли. Старик Фу объяснил, как следует из его названия, это место, где сталкиваются инские и янские энергии. Не говоря уже обо всем остальном, леденящих душу инских ветров, дующих в течение года, достаточно, чтобы рассеять зарождающуюся душу. Пещера также является пристанищем нескольких видов злых духов. Даже если живой человек сможет вынести инские ветра, войдя в пещеру, его сожрут духи. Культиватор Юань фыркнул и сказал: не только это. На глубине несколько километров расположены бесчисленные цепи переплетающихся между собой проходов и пещер. Даже если культиваторы каким-то образом смогли добраться до дна, но не смогли четко исследовать глубины. Инские ветры не позволяли им высвободить духовное чутье, и они не могли видеть больше, чем обычный смертный. Говорилось, что в глубинах пещеры скрывается грозный призрачный монарх. Однако это только слухи, поскольку никто не желал рисковать, чтобы проверить это. Бай Яои добавила, в пещере также довольно мало ценного. В древние времена там находил чрезвычайно редкие руды, но сейчас от них практически ничего не осталось. Теперь, когда брат Фу обнаружил там призрачную инскую лошадь, кажется, что Иньянская пещера — не такое простое место. Пройдя через небесный зал, долину падения демонов и другие опасные места, Хань Ли, естественно, испытал многие из этих опасностей и холодно сказал: поскольку брат Фу не смог захватить ее после стольких лет, значит, все не так просто. Старик Фу уверенно объяснил: верно, поэтому я потратил на подготовку последние несколько десятков лет. Я специально изготовил несколько сокровищ против призраков, а чтобы противостоять инским ветрам, я взял темную фиолетовую жемчужину моей секты. Благодаря этому вы сможете ослабить инские ветры наполовину. Услышав это, сердце культиватора Юаня и Бай Яои замерли. Темная фиолетовая жемчужина была одним из 3 фирменных сокровищ секты 9 безмятежностей. Старик Фу медленно спросил: если вы поможете мне поймать призрачную инскую лошадь, я тут же изготовлю таблетку культивации зарождающейся души и дам всем вам по одной таблетке. Поскольку таблетка может воздействовать на ваше тело только один раз, эффект будет тот же, независимо от того, сколько вы примете этих таблеток. Все остальное, что вы можете найти внутри, оставим на волю случая. Даже если мы столкнемся с грозным призрачным монархом внутри, мы сможем справиться с ним, объединив силы. Услышав это, все 3 замолчали. Даже на лице культиватора Юаня, самого взволнованного из них, появилось задумчивое выражение. Бай Яои откинула прядь волос с лица и спокойно спросила: поскольку брат Фу все подготовил, то зачем мы тебе нужны? Если тебе были нужны культиваторы на средней стадии зарождающейся души, то найти их в твоей секте 9 безмятежностей не составило бы труда. 2 других, услышав это, изменились в лице. Культиватор Юань, в частности, пристально взглянул в лицо старика Фу. Старик Фу сказал сердитым тоном: это может быть правдой для других, но не для меня. Из-за обид в прошлом у меня плохие отношения с культиваторами в своей секте. Кроме моей младшей боевой сестры Чан, остальные с нетерпением ждут того дня, когда я умру. Даже если они согласятся помочь, боюсь, они будут только ждать возможности предать меня. Хань Ли был ошеломлен тем, насколько пустыми были эти слова. Кто мог сказать, правда ли это? Однако, поскольку он сказал это, было сложно выяснить это, и они могли только хранить молчание. Бай Яои задумчиво опустила голову, а затем подняла и сказала: учитывая, как опасно входить в Иньянскую пещеру, я должна подумать об этом. Можешь дать мне дня 3 на размышление? Конечно. Мы не начнем наше путешествие раньше, чем через полгода.
Даже сначала мы должны дождаться 20-летнего цикла, когда в пещере самые слабые иньские ветра, и вам также следует заранее приготовить сокровища, чтобы разобраться с призраками. Но прежде чем мы разойдемся, я потребую, чтобы вы все подписали договор реки подземного мира сущностью своей крови, давая клятву, что никому не расскажете об этом. Я в первую очередь трус, а потом джентльмен. Я не хочу, чтобы это дело привлекло к себе лишнее внимание. Сказав это, старик Фу взмахнул рукавом, вынув кусок желтой бумаги в полоске черного света. Договор реки подземного мира. Тревожно воскликнул тревожно культиватор Юань. Это злой инструмент, большое бедствие для тех, кто нарушает клятвы. Разве он не исчез несколько сотен лет назад? Услышав это, Хань Ли был шокирован. Старик Фу равнодушно ответил: мне пришлось потратить немалую сумму на подпольном рынке, чтобы приобрести его. Хотя он не такой мощный, как легендарная клятва, он может, по крайней мере, надолго замолчать. Господин даосист Хань может не знать о смерти Фэн Тяньсина секты Небесного Дьявола, но госпожа Бай и даосист Юань должны знать. Фэн Тяньсин, как и мы, был культиватором на средней стадии зарождающейся души, и я надеюсь, что никто из вас не захочет проверить его эффективность. Культиватор Юань немного поколебался, а затем сказал: «Хорошо, я не позволю чему-то столь ценному, как таблетка культивации зарождающейся души, ускользнуть у меня из-под носа. Через полгода я буду здесь», сказав это, приманил пылающую черную страницу в метре от него взмахом руки. Затем он выплюнул облако сущности крови рядом с ним. Окунув свой палец в сущность крови, он быстро поставил на договор несколько древних символов. Вскоре после этого из черного пламени появилось злобное призрачное лицо, которое злобно улыбнулось крупному человеку. Затем оно засосало кровавые символы на странице в свой рот и исчезло. При виде этой странной силы сердце Хань Ли забилось быстрее. Старик Фу приманил страницу и с довольным выражением на лице взглянул на нее. Затем он перевел взгляд на Бай Яой. Женщина немного поколебалась, а затем приманила страницу к себе, смирившись. Произошло все то же самое. Когда старик Фу перевел свой взгляд на Хань Ли, он внутренне вздохнул. Хотя он чувствовал страх от этого предмета, у него не было выбора. Он бесстрастно указал на страницу и приманил к себе. Взглянув на нее, он укусил кончик языка и выплюнул облако сущности крови. Быстро подписав, он поклялся не разглашать подробности сегодняшней встречи, и во вспышке багрового света лицо призрака снова появилось из черного пламени. Призрак зловеще улыбнулся, и когда он открыл рот, что-то внезапно зашевелилось в Хань Ли, и он издал странный крик. Хотя звук не был громким, все культиваторы поблизости смогли четко слышать его. Хотя они никак на это не отреагировали, призрак внезапно изменился в лице и исчез в панике. Старик Фу и другие были ошеломлены этим. Хань Ли со странным выражением лица вздохнул и сказал: вернув страницу, мне не нужно ничего обсуждать, я прибуду по расписанию. Но похоже, что во мне есть что-то, что может ограничить этот договор, поэтому я не в состоянии записать клятву. Однако я всего лишь бродячий культиватор и не собираюсь покидать Наньцзян в ближайшие 6 месяцев, поэтому я никому не расскажу об этом. Хань Ли вернул страницу старику Фу волной лазурного света. Тот схватил страницу, все еще с удивленным выражением лица, и, похоже, растерялся. Кроме договора реки подземного мира, у него не было другого способа заставить Хань Ли молчать об этом. Затем женщина с черными бровями наконец нарушила молчание. Старший боевой брат Фу, я чувствую, что слова господина даосиста Ханя разумны. Я верю тому, что он будет молчать. Голос женщины был несколько хриплым, но вызывал неописуемое влечение. С трепетом ее ярких глаз казалось, что она может околдовать любого своей красотой. Глава 977. Эксцентрик. Старик Фу, услышав свою младшую боевую сестру, немного помедлил, но в конце концов кивнул. Поскольку договор реки подземного мира не оказывает на брата Ханя никакого влияния, я не стану выяснять почему, но мне придется поместить метку на твоем теле. Она исчезнет сам по себе через полгода, если ты останешься в Наньцзяне, и я надеюсь, что господин даосист Хань не заставит меня принимать меры. Хань Ли улыбнулся и сразу же ответил: нет проблем, господин даосист Фу. Я не хочу скрывать свое местонахождение. С этими словами старик Фу сделал жест заклинания рукой и выпустил поток синего света, что-то пробормотав под нос. Хань Ли внимательно наблюдал за ним и увидел, что он использует только обычную печать заклинаний. Поэтому он поднял руку и позволил синему свету коснуться себя, после чего свет исчез без следа. Старик Фу с довольным выражением на лице убрал договор реки подземного мира и сказал: я уже рассказал вам все об этом деле. Поскольку госпоже Бай нужно 3 дня, чтобы подумать о моем предложении, моя младшая боевая сестра и я останемся здесь на это время.
Брат Юань и господин Даосист Хань могут быть свободны и начинать подготовку. Хотя вход в Иньянскую пещеру закрыт многими ядовитыми растениями, для нас они не будут представлять слишком большой угрозы. Кроме того, я надеюсь, что брат Юань возьмет с собой сокровища с защитой от яда. Будет лучше, если мы не будем тратить понапрасну нашу магическую силу до входа в пещеру. Всего-то. Культиватор Юань усмехнулся. Для культиваторов из секты священного яда иметь дело с ядом – обычное дело. Пожалуйста, оставьте это мне. А теперь мне пора. Сказав это, он поклонился и, похлопав по сумке для хранения, выпустил огромный панцирь черепахи. Поднявшись в небо, он оставил позади себя легкую дымку. Хань Ли последовал его примеру и, попрощавшись, пронзил небо лазурной полоской света. Полгода было недостаточно, чтобы закончить веер 3 огней. В подготовке каких-либо защитных сокровищ против призраков не было смысла, поскольку у него уже были божественная дьявольская молния и зверь плачущая душа. Конечно, он хотел как можно скорее изготовить веер на случай непредвиденной опасности. Когда в его распоряжении будет и веер, и человекоподобная марионетка, он будет свободен от забот. Таким образом, Хань Ли улетел в горы Серебряного Змея в центре префектуры Наньцзян. 10 дней спустя Хань Ли появился над своеобразным горным массивом. Горы простирались всего на пару сотен километров, но были довольно тонкими и извилистыми, как огромный змей. На горах росло множество странных деревьев с посеребренными листьями. Оказалось, что эти горы получили свое название не просто так. Хань Ли быстро преодолел горный район, направившись сразу к вершине гор Серебряного Змея. Еще до того, как он приблизился, он почувствовал, как волны горячего ветра бьют его по лицу вместе с резким запахом серы. Вскоре появились несколько пылающих уродливых вулканов. Изредка они гремели, испуская серый пепел в воздух, создавая вызывающую страх сцену для смертных. Несмотря на это, мимо вулкана то и дело мелькали разноцветные полоски света. Несколько десятков культиваторов летали между этими вулканами. Большинство из них были на стадии заложения основ, изредка попадались культиваторы формирования ядра. Этого следовало ожидать. Культиваторы формирования ядра обычно использовали свое пламя ядра для изготовления магических сокровищ, и приходить в подобное место у них было мало причин, не говоря уже о культиваторах зарождающейся души. Хань Ли застыл в небе и посмотрел вниз. Синий свет вспыхнул в его глазах, и он осмотрел огненные вены и пронесся сквозь землю. Вскоре после этого Хань Ли обнаружил область с самой сильной огненной веной и метнулся в направлении 2 вулканов в полоске света. В 3 метрах над этим районом он остановился. По взмаху рукава он выпустил 8 маленьких золотых мечей. Мечи сделали круг в воздухе вокруг него, а затем он сделал жест заклинания и крикнул, в результате чего мечи зазвенели. Вспыхнув ярким светом, они яростно врезались в землю полосками длиной 10 метров. Внезапно снизу послышался грохот, и вспыхнул ослепительный золотой свет. Огни меча вернулись после атаки и обвились вокруг него. Он создал расщелину шириной 60 метров вглубь земли. Культиваторы, изготавливающие магические инструменты поблизости, естественно, обратили внимание на тревожные действия Хань Ли. Некоторые даже из любопытства подлетели к нему. Хань Ли нахмурился от такого поворота событий и выпустил огромную ауру своей культивации, охватывая свое окружение удушающим духовным давлением. Все культиваторы в ближайших 10 километрах, почувствовав эти, встревожились, а те, кто изначально думал исследовать произошедшее, поспешно удалились. Несколько культиваторов поблизости, занимавшихся изготовлением инструментов, тут же рассеялись, боясь непреднамеренного гнева этого великого старшего. При виде того, что все культиваторы поблизости покинули это место, Хань Ли был очень доволен и переключил свое внимание на расщелину внизу. Вскоре все культиваторы, пришедшие на гору Серебряного Змея, чтобы изготовить магические инструменты, поспешили прочь, зная, что поблизости находился культиватор на ранней стадии зарождающейся души, что превратило 5-километровую область вокруг Хань Ли во временную запретную зону. Шло время, и с расщелиной не происходило ничего странного, но через месяц раздались звуки грома и взрывы. Еще через месяц звуки постепенно стихли, заменившись серией металлического звона, похожего на крик феникса. Вскоре в этом районе воцарилась тишина. Пока Хань Ли занимался созданием веера 3 огней, в боковом зале императорского дворца Великой империи Цзинь собралась дюжина культиваторов в разных одеждах, включая одетых в даосские, буддийские и конфуцианские наряды. Все эти культиваторы были на стадии зарождающейся души, в частности, на средней стадии были культиватор с квадратным лицом и старая даосская монахиня с золотой тростью. Среди них был и старик в черной шляпе. Дюжина людей сидели в зале, но никто не произнес ни слова. Все они только с нетерпением смотрели на дверь зала.
Культиватор с квадратным лицом повернулся к седовласому даосскому священнику и с легким страхом спросил: «11-й брат, ты уверен, что это он? 300 лет назад я лично видел, как погиб наш 7-й дядя». Учитывая уникальность внешности 7-го дяди, как я мог ошибиться с ним или его магическим сокровищем, ледяным лунным клинком, старая даосистская монахиня мрачно спросила: «2-й брат, не нужно нервничать. Скоро мы все узнаем. Чего нам бояться сейчас, когда мы все здесь собрались? Если он действительно наш 7-й дядя, то он окажет огромную помощь нашему клану. Если он фальшивка, то ему не выйти за пределы этого зала, даже если он культиватор на поздней стадии зарождающейся души». «Это правда, но мы должны быть осторожными», — сказал культиватор с квадратным лицом, чувствуя, что слова монахини были разумными. Спустя 2 часа снаружи зала послышались звуки шагов. Длинный силуэт появился у входа в зал. Он сделал шаг вперед в воздухе, прежде чем странным образом прибыл в центр зала. Его можно было легко разглядеть. У него были прекрасные глаза и увядающие брови, но, что более важно, его голова была намного больше, чем у обычного человека, а его раскачивающаяся шея, казалось, могла сломаться в любой момент. Культиваторы, увидев его появление, тут же встали. Культиватор с квадратным лицом глубоко вздохнул и осторожно спросил: «Вы действительно наш 7-й дядя?» Эксцентрик хмыкнул и бросил ему зеленую нефритовую пластинку. «2-й племянник, ты забыл меня через несколько сотен лет. Однако это неудивительно. Мое возвращение с того света наверняка вызовет сомнения. На этой пластинке голосовая передача 3-го племянника. Посмотрите», — усмехнулся эксцентрик. Культиватор с квадратным лицом с испуганным выражением поймал нефритовую пластинку и быстро погрузил в нее свое духовное чутье. Через некоторое время он изменился в лице, а затем убрал свое духовное чутье. Затем он радостно поприветствовал эксцентрика словами: «Итак, смерть 7-го дяди была тем, что организовал наш великий старейшина. Простите, мне не хватает манер». Дядя махнул рукой и сказал: «Я рад, что ты действовал с такой осторожностью. Как я могу винить тебя?» Затем остальные культиваторы стали просматривать нефритовую пластинку, и вскоре все они с восторгом поприветствовали его и выразили свое почтение. «Это действительно 7-й дядя. Я отдаю почтение моему 3-му великому дяде». Эксцентрик с усмешкой махнул рукой и занял главное место в зале. «Вы можете садиться», — старая даосская монахиня с уважением ответила. «3-й брат заявил, что 200 лет назад 7-й дядя вступил в позднюю стадию зарождающейся души. Это правда?» «Все верно. В прошлом великие секты тайно замышляли помешать мне войти в позднюю стадию. Согласно договоренностям клана, я избежал бедствия и сумел подняться на эту ступень культивации. Последнее поколение старейшин клана планировало, чтобы я появился, когда наш клан будет на грани смерти. Но 3-й племянник, который был единственным, кто знал о моем существовании, внезапно пришел, чтобы найти меня, и рассказал мне о своих планах. Будучи старшим поколением нынешнего поколения, он попросил меня помочь в этом вопросе. Я немного подумал и почувствовал, что это достаточно важно для меня, чтобы разрушить свое прикрытие. Лицо эксцентрика стало серьезным. Глава 978. Спустя полгода. Культиватор с квадратным лицом радостно сказал: «Вместе с 7-м дядей и 3-м братом с нами 2 великие силы, которые помогут нам приобрести сокровища. Со всеми внутренними учениками нашего клана и внешними культиваторами, которых мы наняли, мы сможем бороться против 10 великих сект праведного и дьявольского Да. У нашей экспедиции в Наньцзян будут большие шансы на успех». Эксцентрик медленно сказал: «Я готов предоставить вам свои силы и ничего больше. Сможет ли клан Е выйти из-под контроля праведного и дьявольского Да, зависит от вас». Человек с квадратным лицом и старая даосистская монахиня были рады слышать это и ответили словами благодарности. После этого старейшины величайшего клана в империи Цзинь продолжали собрание еще полдня, а затем покинули зал. В скрытой комнате имперского города огромная фигура двуглавого четырехрукого демона была окутана черной, как смоль, дьявольской ци, а в его глазах сверкал темно-фиолетовый свет. Через неизвестное количество времени демон закричал, и ци, окружавшая его, вернулась в его тело, как ручьи впадают в океан. Его тело потрескивало, пока он держал руки в жесте заклинания, а затем он принял форму с лицом юноши, похожим на Ханьли. Это был высший демон, который скрылся внутри клана Е. Демон сказал с усмешкой: «Неплохо, я почти оправился от травм. Если я не столкнусь с одним из этих древних эксцентриков, никто не сможет противостоять мне во всей великой империи Цзинь. Члены клана Е скоро начнут действовать, а поскольку я много знаю из древних времен, они обязательно возьмут меня с собой.
Тогда я и хе-хе-хе, в тайной пещере секты, рассеивающейся инь за пределами столицы Цзинь Гэтиньхао, сказал святой бесконечного неба, я получил информацию о том, что Фучен из секты 9 безмятежностей появился в Нанцзяне. Без наших источников мы бы не узнали, что он вместе с этим негодяем по фамилии Хань был на подпольном аукционе. Вполне возможно, что он сопровождает Фучена. Поскольку у великого старейшины нашей секты есть дела, которыми он должен заняться в этом районе, он будет путешествовать там мимоходом и лично разберется с этим Ханем, если ему удастся его обнаружить. Госпожа Лин, тебя интересует это путешествие? Фучен, святая бесконечного неба Лин Инпин, покачала головой. Его появление не означает, что даосист Хань с ним. Я также получила известие о том, что эскадрилья во главе с великим бессмертным Сюем отправилась в Великий Цзинь и скоро встретит меня в столице Цзинь. Мне придется остаться здесь на некоторое время. Если мы не найдем никакой конкретной информации, я доставлю группу в Наньцзян. Гэтиньхао радостно сказал, даосист Сюй тоже будет здесь. Это отличные новости. Великий старейшина будет счастлив услышать это. Тогда как насчет того, чтобы подождать с вами и встретиться с ними вместе? В конце концов, великий старейшина велел мне всегда сопровождать вас. Святая бесконечного неба кивнула с улыбкой. Затем что-то пришло ей в голову, и она нахмурилась. Разве этот Хань не появлялся на побережье, где 3 маленьких секты приняли его в качестве приглашенного старейшины? Ваши шпионы получили какую-либо информацию по этому вопросу? Мы ничего не нашли, этот человек действительно хитрый. Помимо помощи им в одном деле, с тех пор он не появлялся. Хотя я слышал, что этот человек имеет отношение с сектой Небесного Талисмана, это была просто мимолетная дружба. Я бы сказал, что он и взглядом не поведет, если 3 секты будут уничтожены. И то верно. С какой стати ему заботиться о выживании тех сект, учитывая, что он пришел из Небесного Южного региона? В любом случае, до того, как я прибыла в Великий Цзинь, я уже послал шпионов, чтобы выяснить истинную личность этого человека. С тех пор должно быть больше информации. Мы сможем спросить об этом, когда прибудет Великий Бессмертный Сюй, поэтому в следующий раз мы лучше подготовимся, чтобы разобраться с ним. Дрожащим голосом Гэтиньхао сказал, если ты действительно сможешь получить информацию о нем и его техниках, с ним будет гораздо легче разобраться. Ты знаешь точное время, когда прибудет Бессмертный Сюй? Вспоминая о священном звере, она сказала мрачным тоном, примерно через 2-3 месяца. Вместе с Бессмертным Сюй и великим старейшиной вашей секты он не сможет сбежать на этот раз. Сердце Гэтиньхао дрогнуло, когда он услышал это. Хотя женщина сказала, что они преследовали Ханьли, потому что он убил много культиватора из парящих племен, этот человек обладал способностями культиватора на поздней стадии зарождающейся души. Святая бесконечного неба не стала бы тратить столько ресурсов исключительно ради мести. В конце концов, мертвых не вернуть, и было неразумно продолжать провоцировать такого грозного врага, как этот культиватор Хань. Вероятно, у нее была другая причина, по которой она оставалась в Великой империи Цзинь на протяжении стольких лет. Похоже, ему придется выяснить, в чем их секрет. Хотя Гэтиньхао размышлял об этом, его лицо не выдавало никаких эмоций. Святая бесконечного неба тоже на самом деле не была такой спокойной, несмотря на внешнее спокойствие. Она не знала, сколько еще сможет скрывать исчезновение воплощения святого зверя. За эти годы она не взяла на себя инициативу связаться с высшим царством ни разу. К счастью, поскольку воплощение святого зверя было только захвачено, его истинное тело оставалось в неведении о том, что произошло. Однако ей все равно было нужно спасти его до того, как все выяснится. Она надеялась использовать культиваторов секты рассеивающейся инь, чтобы они взяли все потери на себя. Таков был ее план. Над областью, граничащей с Наньцзян и другой провинцией, пролетал улыбающийся старик, который путешествовал, используя техники свечения тела. Он красноречиво разговаривал со своими младшими членами секты на стадии уплотнения ци, которые впервые отправились в такое долгое путешествие. Если бы Ханьли был там и увидел лукавое выражение на лице старика, его бы сердце задрожало. Это был Сян Чжили, которого он подозревал в культивации на стадии божественной трансформации. После того, как Ханьли покинул секту Небесного Талисмана, старик необъяснимо исчез, прежде чем верхний эшелон секты смог найти его. Это действительно поразило секту Небесного Талисмана и заставило их подозревать, что это дело рук Ханьли. Впоследствии секта удалила существование Сян Чжили из записей, и любое упоминание о нем было запрещено. Было довольно загадочно, что он появится сейчас по прошествии стольких лет. Секта Небесного Талисмана была не единственной, кто считал, что в мире культивации что-то не так. В Великом Цзине было бесчисленное множество значительных сил, которые чувствовали, что в спокойном течении мира культивации назревали штормы.
Несколько особенно могущественных сект даже заглядывали в императорский клан Великой империи Цзинь, но они не смогли найти ничего конкретного. Они обнаружили только то, что верхний эшелон клана стал чаще собираться, но они не знали их планы. Несколько месяцев спустя на горе Серебряного Змея раздался веселый свист, разнесшийся по всему небу. Светящаяся лазурная полоса вылетела из-под земли и исчезла за горизонтом. Культиваторы, увидевшие это издалека, были потрясены этим. Неделю спустя лазурная полоска прилетела на запад, преодолев самый большой лес в регионе и тысячи километров горных хребтов. Вскоре она поднялась над огромным каньоном и спустилась в сторону ядовитого желтого тумана, достигшего нескольких километров в воздухе. Как только Хань Ли приземлился, старик встал из группы сидящих рядом культиваторов с улыбкой на лице. «Господин даосист Хань, ты немного опоздал. Госпожа Бай и брат Юань прибыли несколько дней назад». Хань Ли приветствовал их и сказал: «Я был занят изготовлением магического инструмента и завершил его несколько дней назад. Надеюсь, вы не в обиде за мое опоздание». Бай Яой взглянула на Хань Ли и тихо сказала: «Неважно. Иньские ветры будут ослаблены в течение 3 месяцев, несколько дней роли не играют. Раз господин Хань спешил сюда после изготовления магического сокровища, может, мы передохнем пару дней, чтобы восстановить магическую силу». Старик Фу хмыкнул и сказал: «Госпожа Бай права. Поскольку мы собираемся войти в Иньянскую пещеру, нам нужно сохранить достаточно магической силы». Высокий мужчина по имени Юань и младшая боевая сестра Чан старика Фу не сказали ни слова, молча выражая свое согласие. «Очень хорошо. Кажется, с моей стороны было бы грубо отказаться. Мы войдем в долину после нескольких дней отдыха». Хань Ли кивнул и взглянул на желтый ядовитый туман в нескольких сотнях метров от них. В нем можно было разглядеть проход в долину. Легким движением руки он вызвал мерцающий зеленый древесный духовный среднеранговый камень. Затем он сел на землю, скрестив ноги, и закрыл глаза. Хотя у остальных было полно магической силы, они также отдыхали, доводя свой дух до оптимального состояния. Через 2 дня Хань Ли зашевелился, и старик Фу быстро закричал: «Вперед!». Затем группа встала и окружила себя световыми барьерами. С моим защитным от ядов скипетром долину 1000 ядов преодолеть будет несложно. Однако будьте осторожны с маленькими ядовитыми насекомыми в тумане. Не позволяй им прорезать ваш защитный свет. Если бы не неизвестные ограничения, наложенные на долину в древние времена, лететь туда было бы безопаснее. С этими словами культиватор Юань вызвал нефритовый скипетр, светящийся серебряным светом, а затем спустился в ядовитый туман. Другие последовали его примеру. Культиватор Юань указал своим скипетром на край тумана и произнес заклинание. Затем серебряная волна ударила в туман, оттолкнув его и сильно истончив. Затем крупный мужчина использовал технику свечения тела, войдя внутрь, а остальные использовали свои собственные методы для входа в долину. Глава 979. Гора Кунью. Через полдня в воздухе над долиной 1000 ядов вспыхнули серебряные вспышки света, за которыми последовали огромные огненные шары. При каждом взрыве десятки обугленных ядовитых насекомых падали на землю. Вскоре после этого поднялось небольшое море огня и превратило насекомых в пепел. Бай Яой щелкнула языком и сказала: «Контроль над магическими техниками даосиста Ханя достиг совершенства. Если бы ты сказал, что у тебя огненный элемент культивации, никто бы не осмелился усомниться в этом». «Это всего лишь результат практики», — равнодушно ответил Хань Ли. «Когда у меня был ниже уровень культивации, я предпочитал использовать огненные шары». Затем серебряный свет осветил область вокруг, и показались остальные культиваторы зарождающейся души. Хань Ли посмотрел вдаль и внезапно нахмурился. Хотя море пламени разжижало ядовитый туман, вдали виднелось нечто странное. Прежде чем он высвободил свое духовное чувство, культиватор Юань направил свой скипетр и осветил его серебряным светом, осветив пространство перед ними. Четко увидев туман, у Хань Ли перехватило дыхание. В 100 метрах от них находился гигантский овраг шириной не менее 300 метров, которому не было видно ни конца, ни края. Внутри него бушевали иньские ветры, рассеивающие ядовитый туман. Кроме Хань Ли и Бай Яой, все остальные были там раньше, поэтому не особо удивились тому, что иньские ветры казались невероятно сильными. Это вход в Иньянскую пещеру. Давайте посмотрим, что там. Следуя словам старика, они пошли к склону оврага и наклонились. Овраг было непостижимо глубоким, с колеблющимися вихрями черных иньских ветров. Оттуда доносились призрачные вопли. Затем взгляд Хань Ли перевел взгляд и увидел, что краи оврага были покрыты сверкающими кристаллами, напоминающими слой льда. После того, как старик Фу осмотрел на огромный овраг, он глубоко вздохнул и сказал:
это всего лишь обычные инские ветры, но как только мы пройдем вглубь на километр, начнут появляться душераздирающие инские ветры. Без подготовки даже мы не сможем долго противостоять им, вот поэтому я взял темную фиолетовую жемчужину. Они значительно снизят уровень угрозы для нас. Однако количество душераздирающих инских ветров сильно отличается в зависимости от нашего местоположения в пещере. Учитывая наш опыт, вы все должны знать, чтобы следует быть осторожными. Затем он взмахнул рукой и вынул фиолетовый шар размером с кулак. Как только шар появился, Хань Ли внимательно посмотрел на него, но, коснувшись его своим духовным чутьем, его зрение внезапно затуманилось, и он почувствовал, как будто его душа вот-вот покинет за его тело. Испугавшись, он распространил свою технику великого развития. Тогда его разум наполнило прохладой, возвращая его чувства в норму. Выражение лица Хань Ли оставалось спокойным, но его сердце было глубоко встревожено. Как и следовало ожидать от уникального сокровища секты дьявольского Да, оно было действительно странным. Подумав об этом, он повернулся и взглянул на культиватора Юань и Бай Яой. Они то и дело переводили взгляд с мрачным выражением на лице. Неизвестно, что они использовали, чтобы избежать чар жемчужины. Не обращая внимания на действия остальных, старик Фу поднял жемчужину в руке и начал бормотать заклинание. Внезапно вспыхнул ослепительный свет, покрывший область в 100 метров вокруг него. Под воздействием пурпурного света Хань Ли и остальные почувствовали, что сила инских ветров уменьшилась более чем наполовину. Культиватор Юань убрал свой нефритовый скипетр и сказал: «Темная фиолетовая жемчужина, безусловно, достойна своей репутации». Держа жемчужину в одной руке, старик Фу вызвал пурпурно-красный туман света в другой. Еще рано хвалить ее. Когда мы углубимся в ущелье, вы лучше узнаете ее способности. Вперед! Затем его тело окутал зеленый свет, и он спрыгнул в ущелье. Остальная часть группы последовала за ним, активировав свои собственные защитные сокровища, сохраняя при этом внутри фиолетовое кольцо света. Культиватор Юань выпустил темную нефритовую табличку, Бай Яой вызвала кристальную саблю, женщина в черном вытащила угольно-черный щит. Хань Ли выплюнул несколько золотых мечей. Затем вся группа засветилась люминесцентным светом и спустилась в ущелье. Вскоре они были охвачены черным вихрем, и их окружающее пространство нормализовалось. Над небольшим озером в Наньцзяне парило 8 культиваторов в одежде разного стиля, каждый из которых слушал человека в черной одежде. Это были лидеры клана Е, которые собирались в императорском дворце за несколько месяцев до этого. Эксцентрик с большой головой был среди них. Рядом с ним был культиватор среднего возраста с квадратным лицом, а позади него был высший демон с лицом Хань Ли. В настоящее время он слушал культиватора в черном со спокойным выражением лица. Поскольку культиватор в черном обладал гораздо меньшим уровнем культивации, он относился к своим старшим зарождающейся души с величайшим уважением. 400 лет назад наш клан Е нашел разрушенную древнюю каменную пластинку. Благодаря ей мы нашли приблизительное местонахождение горы Кунью. Здесь наши планы начали обретать форму. Гора известна как священная земля древних культиваторов, но по неизвестной причине они погрузили ее в землю с помощью своих великих способностей. Не говоря уже о жилищах культиваторов на горе, они запечатали вместе с ней 2 божественных духовных сокровища. Если наш клан Е сможет приобрести эти сокровища, наша сила умножится, и мы сможем противостоять великим сектам праведного и дьявольского Да. За последние 100 лет мы отправили многих наших учеников из клана на поиски и, наконец, обнаружили область, описанную в разрушенном фрагменте под этим озером. Мы уже призвали великих мастеров создания ограничительных заклинаний, чтобы снять эту древнюю ограничительную формацию. Поскольку этот вопрос имеет столь важное значение, он находится под непосредственным руководством великого старейшины. Только несколько других людей были в курсе этого. Культиватор в черной одежде сделал паузу, а затем сказал: «Эта древняя ограничительная формация оказалась более мощной, чем мы могли себе представить. Каждый ее слой простирается на площадь в 50 километров. Десяток великих мастеров ограничительных заклинаний потратили более 100 лет, прежде чем, наконец, нашли способ уничтожения печати. Используя силу неба и земли, мы попытаемся обратить ограничение запечатывания против себя и снять его». Однако, процесс уничтожения ограничений был очень затратным делом. На него мы уже потратили огромное количество материалов, и требовалось, чтобы огромное количество формаций было установлено внизу, но самое главное, процесс также требовал невероятно редких материалов. Эти материалы мы постепенно приобретали с тщательной осторожностью, а наши действия были невероятно скрытными. В конце концов, если бы мы позволили этой информации просочиться, мы бы не смогли этим воспользоваться. Со временем формации заклинаний, разрушающих древние ограничения, были постепенно установлены, и теперь проект на грани завершения.
Великим мастерам создания ограничительных заклинаний клана понадобится всего лишь еще 1 месяц до того, как будет размещена последняя формация. Когда придет время, мы создадим великую иллюзорную формацию и полностью подавим громовые последствия снятия ограничений. Тогда старейшины смогут войти в гору Кунью и забрать сокровища. Закончив, культиватор в черной одежде отошел в сторону и замолчал. Гора Кунью, так это и есть наша цель. Непостижимо. Я думал, что это древняя резиденция культиваторов. Похоже, что только в таком мистическом месте, как гора Кунью, можно найти божественные духовные сокровища. Какое-то время культиваторы взволнованно переговаривались друг с другом, за исключением эксцентрика с большой головой, культиватора среднего возраста с квадратным лицом и высшего демона. С угрюмым выражением лица культиватор с квадратным лицом фыркнул: «Рано радуйтесь. Разрушение формации — первый шаг в приобретении сокровища. Если бы все было так просто, то почему наш третий брат заставил нас собраться здесь вас всех и даже призвал 7-го дядю на помощь? Кроме того, наш третий брат присоединится к нам примерно через месяц. В конце концов, он должен увернуться от этих шпионов». Старейшина клана Е в даосистской одежде невольно спросил: «Судя по словам второго брата, это значит, что с горой Кунью что-то не так?» Культиватор с квадратным лицом ответил: «Не просто что-то не так. Возможно, мы не вернемся оттуда». «Как это может быть?» — вскрикнул старейшина в конфуцианской одежде, 7-й дядя и 3-й брат, оба великие культиваторы. Даже самые грозные ограничения не должны причинить им вреда. «Если бы все было так просто», — мрачно сказал культиватор с квадратным лицом, — «подумайте об этом. Гора Кунью была святой землей древних культиваторов. Почему они запечатали ее вместе с 2 божественными духовными сокровищами? Кто знает, какие удивительные секреты и опасности скрываются внутри?» Услышав это, остальные тревожно переглянулись между собой. Эксцентрик усмехнулся и сказал: «Ладно, хватит. Это только предположение. Возможно, были и другие причины, по которым они были вынуждены сделать это. Еще рано беспокоиться об этом, но вы должны быть осторожны, когда придет время. И если что-нибудь случится, я не оставлю это так». От его слов беспокойство на лицах культиваторов исчезло. Затем культиватор с квадратным лицом повернулся, чтобы посмотреть на замаскированного высшего демона позади него, и сказал: «Старейшина Хань, ты довольно многое знаешь о древних записях. Нам очень понадобится твоя помощь, когда мы войдем туда. Ты можешь быть спокоен, мы уже нашли 2 дьявольских артефакта, которые ты просил. Когда все будет закончено, мы отдадим их тебе». Глава 980. Разделение на группы. Высший демон спокойно кивнул: «Я сделаю все возможное ради этих дьявольских артефактов». «Хорошо, тогда начнем. Все следуйте за мной на дно озера. Хотя эта область является отдаленной, мы должны быть осторожны в случае, если какой-нибудь культиватор поблизости заметит нас». С этими словами культиватор с квадратным лицом засверкал ярким светом и нырнул внутрь. Один за другим другие последовали за ним. В мгновение ока они исчезли, оставив лишь рябь на воде. За 1000 километров Хань Ли и остальные столкнулись с кое-какими неприятностями. Повинуясь мысленным приказам Хань Ли, шар желтого света вылетел из его тела и с легкостью раздавил приближающегося рогатого инского призрака. Затем золотой свет вспыхнул вокруг Хань Ли и пронзил 2 призраков поблизости, рассеивая их тело в дым. Он перевел взгляд на старика Фу и остальных. В настоящее время они использовали свои магические сокровища для уничтожения других призраков. Хотя это были низкоранговые призраки, они были очень безжалостными. Хань Ли выглядел несчастным при виде этого. После того, как культиватор Юань пронзил призрака зеленым пламенем, он сказал: «Брат Фу, мы путешествуем уже несколько дней, но мы до сих пор не нашли никаких следов призрачной инской лошади. И хотя эти низкоранговые призраки слабые и дикие, они мешают нашему продвижению». Хань Ли думал так же. Старик Фу ответил: «Не нужно так беспокоиться, брат Юань. Пещера большая, а лошадь очень искусно маскирующихся техниках. Кроме того, нам не нужно прикладывать особых усилий для уничтожения этих призраков. Пока вы время от времени пополняете свою магическую силу духовными камнями, мы сможем продержаться довольно долго». Бай Яой оглянулась и вздохнула: «Твои слова верны, но на блокирование инских ветров тоже уходит значительное количество магической силы. С нашим нынешним уровнем культивации мы сможем продержаться не больше 2 месяцев». В настоящее время они были в огромном проходе высотой в 100 метров. Стены мерцали от замерзшего черного льда, а черные ветры, издающие ужасающий вопль. Гораздо плотнее, чем у входа. Но когда ветры проникли за пределы кольца света темной фиолетовой жемчужины, они сильно ослабевали.
Несмотря на это, Хань Ли и остальные поддерживали световой барьер вокруг своего тела, не осмеливаясь даже слегка соприкоснуться с ветрами. Орды низкоранговых призраков непрерывно проявлялись из густой инской ци и неслись к ним, как мотыльки к пламени. Во вспышке холодного света последняя из нынешней волны призраков была рассечена летающей саблей Байяой, расчистив дорогу на время. Затем их магические сокровища были отозваны, и они полетели дальше. Шторм инских ветров внутри пещеры не позволял их духовному чутью осматривать местность, а без возможности его использования они не смели спешить. В противном случае они смогли бы обыскать пещеру всего за несколько дней. Спустя промежуток времени, за который можно было закончить обед, инские ветры перед ними внезапно стали сильнее, а сами они вышли к развилке дорог. Там были один большой проход и два меньших. Холодный блеск вспыхнул в глазах Хань Ли, и он сказал: «Еще один». «Так не пойдет. Если нам придется исследовать каждый проход, мы не сможем обойти все пещеры в течение 2 месяцев. Мы должны разделиться». Культиватор Юань посмотрел на жемчужину в руке старика и покачал головой. «У нас всего одна темная фиолетовая жемчужина. Без ее защиты блокирование душераздирающих инских ветров будет отнимать слишком много магической силы. Количество времени, которое мы сможем оставаться в пещерах, значительно сократится». Не обращая на это внимания, старик Фу сказал: «Если речь идет о жемчужине, я могу конденсировать немного сущности крови, чтобы временно защитить вас. Если сила инских ветров не изменится, защиты должно хватить на неделю. Этого должно быть достаточно для того, чтобы мы углубились в каждый из этих проходов, но нам нужно будет встретиться снова, когда темная фиолетовая жемчужина исчезнет. Нам придется поставить метки магической силы друг на друге, чтобы потом мы смогли друг друга». Затем Байяой нахмурилась, хотя вероятность этого очень мала, что мы будем делать, если один из нас столкнется с высокоранговым призраком. Культиватор Юань фыркнул и сказал: «Если это окажется призрак, с которым не сможет справиться культиватор на средней стадии зарождающейся души, то это должен быть призрачный монарх. Но это не настоящий инский мир. Как немного инской ци может произвести что-то его уровня? В глубине пещеры будет только несколько сильных призраков. По слухам, это всего лишь легенда. Никто лично не видел его. Кроме того, мы должны рискнуть в любом случае. Как только период ослабленных ветров, инь закончится, мы больше не сможем оставаться здесь». Когда старик Фу и женщина в черном услышали это, они переглянулись между собой в нерешительности. Изначально они не думали расходиться для поддержания большей безопасности, но в Иньянской пещере оказалось гораздо больше проходов, чем они ожидали. Если они не разойдутся, вполне возможно, что они вернутся с пустыми руками. Байяой задумалась на мгновение и не стала возражать. Похоже, она нашла его слова приемлемыми. Старик Фу в конце концов принял решение и сказал: «Хорошо, мы разойдемся, но вы все должны быть крайне осторожны. Не уходите за пределы 3-дневного расстояния от меня, иначе вы не сможете вовремя пополнить защитный свет». Хань Ли посмотрел на центральный проход и сказал: «Не волнуйтесь, этот туннель, скорее всего, является главным проходом вниз, а разветвленные туннели не должны быть слишком длинными. 3 дней должно быть более чем достаточно для того, чтобы мы их осмотрели». Затем старик Фу выплюнул туман темной крови на темную фиолетовую жемчужину, в результате чего она вспыхнула. Затем он ударил по ней серией заклинаний, а свободную руку вытянул к жемчужине, вызвав шар ослепительного пурпурного света. Со светом в руке он провел взглядом по всем членам группы и бросил его на свою младшую боевую сестру. В мгновение акшар света исчез в ее теле, и небольшой ореол пурпурного сияния окружил ее. Когда другие увидели, что техника эффективна, они почувствовали себя непринужденно, и старик сделал с ними то же самое. Затем, наложив метки магической силы друг на друга, они разделились на 3 группы. Старик Фу, конечно, объединился со своей младшей боевой сестрой, и они направились к центральному проходу. Культиватор Юань и Хань Ли выбрали левый и правый проходы соответственно. Байяой выбиралась последней. Немного поколебавшись, она последовала за Хань Ли. Почувствовав, что она пошла за ним, Хань Ли замедлился, чтобы позволить ей догнать ее, а затем они пошли бок о бок. Попутно она спросила: «Брат Хань, тебе не кажется, что опасность Иньянской пещеры несколько преувеличена? Говорилось, что после входа человек окажется в крайней опасности, но мы не сталкивались с чем-то, что было проблемой, кроме инских ветров. Могут ли слухи быть преувеличены?» Хань Ли был несколько удивлен этим вопросом и ответил с улыбкой: «Хотя я мало что знаю об этом месте, я уверен, что он заслуживает своего названия как одного из 7 самых опасных мест в Великом Цине.
Госпожа Бай не стоит забывать, что эти инские ветры настолько свирепые, что даже культиватор на средней стадии зарождающейся души не смог бы защититься от них простым магическим сокровищем. Стоит также сказать, что мы в безопасности только благодаря защитному свету темной фиолетовой жемчужины, не говоря уже о том, что за последние несколько дней мы столкнулись только с самыми низкоранговыми инскими призраками. Когда мы войдем глубже, инская ци будет намного плотнее, и призраки станут сильнее. Слова брата Хана разумны. Однако, я чувствую, что что-то не так. А призраки наступают. Пока Бай Яой говорил с Ханьли, внезапно из инских ветров поблизости вырвалось 8 призраков, которые тут же метнулись к ним. В вспышках синего и золотого света призраки были уничтожены. Затем они двинулись вперед, но после полдня поисков ничего не нашли. В тот момент, когда двое собирались отступить, сильный инский ветер внезапно пронесся мимо них с холодным пронзительным свистом. «Что это?» — спросила Бай Яой. Ханьли моргнул и ответил: «Похоже, что это усовершенствованный труп. Возможно, он произошел от высокорангового призрака». «Усовершенствованный труп, каковы шансы?» — сказала Бай Яой, вскинув бровь от удивления. Затем они подошли к источнику звука без всякого страха. Свернув за угол, они оказались у входа в пещеру высотой 10 метров. Он непрерывно завывал от исключительно сильных инских ветров, и внутри можно было услышать слабые звуки призрачного свиста. Что это? Бай Яой заглянула внутрь и увидела что-то запечатанное в блестящем льду. Она подняла руку и выпустила огненный шар размером с кулак. Алое пламя растопило лед, врезавшись в него, раскрывая истинную форму объекта. Это был синий летающий меч, воткнутый в стену. Но в тот момент, когда лед растаял, летающий меч засветился тусклым светом и яростно зазвенел. Затем он начал дрожать, словно пытаясь освободиться. Бай Яой была поражена зрелищем и, взмахнув рукавом, выпустила полоску алого пламени. Сверкая угольками в воздухе, она обвилась вокруг меча и притянула его к ней в руку.